Привет, здесь Техноенот и его команда. Совсем недавно, 11 апреля 2017 года, в Москве в возрасте 83 лет скончался Эрик Владимирович Сабо, легендарный автомобильный художник-конструктор и автор облика многих известных нам советских машин. Кстати, говорю облик, потому как в те времена в СССР не принято было использовать слово дизайн, был термин техническая эстетика. В этом видео мы немного вспомним Эрика Владимировича и его реализованные и нереализованные проекты, ведь наши отечественные автодизайнеры на самом деле обделены вниманием, даже сейчас. Понимаю, что у этого видео не будет огромного количества просмотров, но думаю, что вспомнить такого человека просто обязательно. Эрик Сабо окончил Московское художественное промышленное училище, знаменитую Строгановку, и в 1957 году попал по распределению на завод имени Лихачева. Для проверки профпригодности вчерашнему студенту поручили обновить внешний вид передка советского лимузина ЗИС-110. Новый анфас настолько преобразил устаревший лимузин, что дизайнеру сразу же дали серьезное задание – разработать экстерьеры перспективных грузовиков ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. ЗИЛ-130 уже находился в разработке на предприятии, но был довольно сырым. Из-под кульмана Эрика Сабо, если так можно выразиться, вышел новый экстерьер грузовой машины. Он получился по тем временам довольно смелым и модным. Массивный капот, глазастые фары с нависающими бровками, характерная решетка радиатора, панорамное лобовое стекло. А еще родился фирменный голубой цвет для кабины, который стал настоящей визитной карточкой ЗИЛа на многие годы. Для любителей утверждать, что весь советский автодизайн слизан с иностранцев, даю картинку. Вот американский Dodge 56 года выпуска, который наиболее похож на ЗИЛ. Но, согласитесь, ЗИЛ намного красивее. Он спроектирован в соответствии с передовыми тенденциями моды того времени и технологических возможностей. Другое дело, что в условиях советской плановой экономики дизайн модельного ряда наших автомобилей не обновлялся и со временем устаревал, а новые разработки выходили опять же с отставанием. Но художники-конструкторы тут совершенно ни при чем. Настоящим творческим успехом Эрика Сабо стал проект многоместного автомобиля высшего класса. Не автобус и не микроавтобус. Настоящая машина будущего, не имеющая аналогов. «Юность» в 1967 году завоевала главный приз на международной автобусной неделе в Ницце. Надо отметить, что работы над «Юностью» были начаты еще в 1959 году в тайне от руководства ЗИЛа. Почему так? А очень просто. Инициатором проекта выступали сами конструкторы завода. Заказа на создание чего-то подобного сверху просто не было. Зато инициативу неожиданно поддержала комсомольская организация завода, а это была «Сила». Автомобили по сей день восхищают своим дизайном, ну, меня во всяком случае точно. И самое главное, это оригинальная разработка, оригинальный дизайн, не заимствованный у иностранных дизайнеров. Расставшись с ЗИЛом по принципиальным причинам, он перешел в 1962 году в специальное художественное конструкторское бюро, где познакомился с талантливым художником Эдуардом Молчановым, создав с ним творческий тандем. Разработанный ими концепт для серпуховского мотозавода, джипик под названием «Шустрик» превратился в серийную инвалидку SMZ S3D, так хорошо известную всем нам. Совместно с Эдуардом сделали небольшой рестайлинг ЗИЛ-130 для того, чтобы освежить внешность пятитонного автомобиля. Интересно, что в 1959 году Эрик Сабо создал фантастическую машину для советского художественного фильма «Планета бурь». Следующий и самый длительный этап творческой деятельности Эрика Сабо был связан с нами, где он возглавил сектор технической эстетики. Дизайн проекта переднеприводного «Василька», двухобъемного таксомотора и интерьера кабины БелАЗа опережали возможности советской промышленности. Многие разработки были поистине машинами будущего, но
Проработанные разработки были обречены на провал в условиях действующей экономической системы. В принципе, творческая мысль художников всегда и при любом экономическом режиме летит далеко впереди производственных возможностей и интересов экономической выгоды. Но вот проектам обновленного ЛуАЗа и городских автобусов повезло чуть больше. Спустя годы они все же воплотились в металле. А вот ереванский фургончик ЕРАЗ и тяжеловоз КРАЗ-250 не только попали на конвейер, но и принесли своему создателю свидетельство на промышленный образец. А это признак оригинальности разработки. Перед Олимпиадой 80 Эрик Владимирович лично составлял схему фирменной окраски автомобиля для доставки олимпийского огня. В конце своей деятельности Сабо преподавал автомобильный дизайн в Московском государственном машиностроительном университете на протяжении 20 лет. Он являлся членом Союза художников СССР и Союза дизайнеров СССР. И еще предлагаю взглянуть на рисунки Эрика Владимировича для рекламного проспекта автомобиля «Москвич-408». Понятное дело, что для советского покупателя реклама была совершенно не нужна, и спрос намного превышал предложение. Ну и что самое главное, не было возможности купить автомобиль. Ну а проспекты автоэкспорта выходили для заграничных покупателей и смотрелись, очень достойно. Его имя навсегда останется в памяти тех, кто неравнодушен к истории отечественного автомобилестроения, какой бы горькой она ни была. Это часть нашей с вами автомобильной истории и истории эпохи автомобилей страны Советов. Если забыл что-то упомянуть, то поделитесь своей информацией, пожалуйста, в комментариях, но только культурно. Такие вот дела. Надеемся, что наш рассказ показался вам интересным. Если так, то ставим большой палец вверх и не забываем подписываться на Техноеноты на YouTube. Всем спасибо, пока.